Всем привет, меня зовут Лира, добро пожаловать в мой мир. В этом видео расскажу вам про крутую технику, которая позволяет отправлять телепатические сообщения разным людям. В целом вы можете использовать ее как для того, чтобы посылать сообщения знакомым людям, так и незнакомым. Единственное, во втором случае, конечно, человек может ваш сигнал получить, но не сможет его раскодировать, просто потому что в его голове ваших координат не существует. Ну, если взять человека конкретного, то, как он выглядит, то, какое у него имя, кто он, что он и так далее, вот любой человек — это, по сути, координата. И, соответственно, если человек с вами не знаком, то когда он получает какой-то сигнал, в лучшем случае, что чаще всего просто происходит, у него будут гореть щеки, гореть уши, он будет внутренне чувствовать, что вот что-то должно произойти, я что-то должен сделать, куда-то пойти, кто-то обо мне думает, я буквально это чуть ли не ушами слышу, но кто, понять, собственно, не могу. И в большинстве своем человек просто этот момент игнорирует, и там плюс-минус 5 минут, и, собственно, все эти постэффекты проходят. В вашем случае, если вы, опять же, посылаете сообщение человеку, которого вы знаете, но который вас не знает, эта практика может сработать как, допустим, техника манифестации. То есть, опять же, не гарантированно 100%, потому что это все-таки немножко другой инструмент, но вполне вероятно, что вы притянете в свою жизнь какую-то ситуацию, где вы можете конкретно с этим человеком встретиться вживую. А вот уж как ваша коммуникация в этот момент будет развиваться, как вы ее непосредственно разовьете, если будете это делать, уже будет зависеть от вас. Да? Поэтому на свой страх и риск делайте, пожалуйста. Но, конечно, гарантию по поводу неизвестных людей я вам дать не могу. Тут даже дополню еще один момент. Если, например, это такой человек, как я, то чаще всего, я имею в виду тот человек, который разбирается в энергетике, практикует какие-то такие вещи, он может изначально делать какие-то техники защиты, что-то в районе защитного поля, и эти сигналы до него не будут конкретно доходить, например, от незнакомых людей. От знакомых все равно будут, то есть там как защищайся, не защищайся, сигналы все равно начинают доходить, просто потому что на уровне вибрации это работает, грубо говоря, как с радио. Просто какие-то люди, у которых больше свободного внимания, они эти сигналы считывают очень активно, а те люди, у которых меньше свободного внимания, которые вечно в тревогах, очень много думают, очень сильно сидят в социальных сетях или куда-то залипают, у них, соответственно, миллиард мыслей в голове, то они, конечно, ваш сигнал тоже, к сожалению, пропустить могут. Просто воспринять это, знаете, как одна из идей, которая среди тысячи в голове появилась и через мгновение исчезла. Как бы там ни было, вы можете использовать эту технику для того, чтобы напомнить человеку, чтобы он, допустим, вам написал сообщение или, может быть, позвонил, чтобы он или она вернул вам долг. Возможно, подружка одолжила у вас платье и никак не может его вернуть. А может быть, какой-то человек, где денег вам действительно должен. Вы можете практиковать эту технику для того, чтобы сказать человеку, который на вас работает, чтобы он правильно ремонт вам в доме сделал. Вы можете делать эту технику, допустим, когда вы сидите в ресторане, вы переживаете по поводу качества блюда, делая эту практику, вы как бы непроизвольно транслируете любовь повару, который готовит вам, соответственно, тот или иной салат, благодаря чему человек настраивается на то, чтобы сделать этот салат качественно. В общем, на самом деле сообщения вы можете посылать любого характера, опять же, любому человеку, но лучше посылайте тем, кого вы знаете. Что лучше не делать, я бы сказала, ни в коем случае не делать, не посылайте какой-то негатив, какие-то мысли из разряда «разведись с ним», да, «спрыгни со стула» или «ударься коленкой, я не знаю, об ящик какой-то, да чтобы у тебя это, да чтобы у тебя то». Здесь важно понимать следующее. Когда вы транслируете какой-то сигнал, пускай даже любому человеку, который хороший, плохой, не суть важно, изначально носителем этого сигнала являетесь вы. И вы являетесь более сильным источником этой вибрации, нежели человек, который этот сигнал получит, да, и в какой-то момент будет с ним резонировать. Соответственно, вы в свою жизнь будете привлекать гораздо больше того, что соответствует вашему посылу, нежели чем, соответственно, человек, который будет этот сигнал ловить. Если вы желаете кому-то зла, потом не удивляйтесь, что в вашей жизни оно тоже происходит. Поэтому последнее, что я бы рекомендовала делать, что сама я никогда не делаю, так это, конечно, посылать кому-то какие-то трагедии. И наоборот, что хорошего можно сделать, так это когда вы даже тем людям, которых не любите, которые, возможно, вас раздражают, может быть, они вам мешают работать, да, или не могут, или не знаю, гулянки устраивают, вечно вы спать дома не можете, потому что соседи, соответственно, пляшут, песни поют и все остальное. Если вы посылаете сообщение этим соседям,
соседям, но они позитивного характера, то, соответственно, этот сосед или соседи, или вся их там семья, они будут весело проводить свое время, допустим, на улице где-нибудь там в ресторане, или поедут на какую-то тусовку, или отправятся в какой-то отпуск, или еще куда-то, или, соответственно, коллега, которую вы, возможно, недолюбливаете, она или он недолюбливает вас, начнет, соответственно, к вам в дальнейшем относиться попроще. Поэтому намного выгоднее посылать людям деньги, счастье, любовь, ну, короче, что-то хорошее, что-то, в чем есть любовь, потому что если человек, соответственно, это получит, если в его жизни будет вот этот вот ценный ресурс, то, конечно, ему или ей будет вообще, ну, не до вас, и он не будет вам мешать жить эту жизнь так, как, собственно, вы хотите, да, поэтому старайтесь сделать акцент в том числе на этом. Ну окей, давайте заканчивать с разглагольствованием, я просто не могла это не сказать, потому что это, правда, важные детали. Что конкретно от вас требуется? Какова последовательность? Пункт первый – это войти в нулевое состояние. Нулевое состояние – это когда вы в состоянии концентрировать свое внимание вокруг одного человека, одной мысли и одного человека. То есть, грубо говоря, тому, кому вы, собственно, звоните, да? Кому вы хотите послать сообщение, что-то конкретное сказать. Опять же, если в вашей голове 1001 мысль, если там 1001 идея, и при этом разные чувства, разные эмоции, переживания, важно понимать, что ваша энергия на каждую из этих мыслей рассеивается. И, соответственно, тот сигнал, который вы хотели бы послать, который должен сработать для вас быстро, а эта техника, она призвана результаты давать сразу. То есть 20 минут, ну, я не знаю, 2 часа, может быть, там день, ну, неделя. Это если вы, я не знаю, с человеком очень сильно поругались, возможно, да, и вы как бы соревнуетесь, кто из вас первый пойдет на попятную и все-таки напишет там вам сообщение, вот что-то такого плана. Потому что, опять же, даже те люди, которые в бан друг друга посылали, если делают эту технику, вот выходят на контакт. Вот такие вот у меня были отзывы. Очень хорошо, если вы, соответственно, сделаете предварительно какую-то небольшую медитацию, может быть, на минут 15. Опять же, если вы практикуете. Если не практикуете, делайте квадратное дыхание. Чтобы сильно не заморачиваться, это когда, грубо говоря, ваш вдох равен вашему выдоху, и вы вот дышите вот в таком вот, собственно, квадратном темпе, можно так сказать, да. Есть разновидности квадратного дыхания, некоторые говорят о том, что между вдохом и выдохом нужно делать задержку 3 секунды, иногда 5 секунд, иногда чуть ли не 15 секунд, но я когда экспериментировала, сильно разницы не заметила, поэтому вы можете дышать так, как вам комфортно. Единственное, просто чтобы вот этот вот темп, он был одинаковый между вдохом и выдохом, чтобы время было одно и то же, потому что подобного рода дыхание, оно не просто позволяет вам на уровне там тела как-то расслабиться. Вы должны понимать, что любая ритмичная история, особенно если мы говорим про дыхание, это как раз трансовое состояние. И в трансовом состоянии ваше внимание, ваша энергия, она намного лучше протекает по тому мосту, который вы выстраиваете между собой и нужным вам человеком. То есть, еще раз, любой ритм – это транс. Расслабляемся минут 10-15, стараемся исключить все источники входящей информации, сосредотачиваемся на дыхании, вдох-выдох, минимум мыслей в своей голове. Сфокусируйтесь на какой-то точке в пространстве, возможно. Знаете, очень хорошо, вот я на курсах, когда обучаю людей там пользоваться своим вниманием, опять же, останавливать мысли и так далее, вот на квантовых ключах, которые будет через где-то месяца 2, тоже там эту тему мы проходим. Рекомендую, в общем-то, я следующее. Представьте, что у вас где-то на расстоянии минут 10, на расстоянии 15 сантиметров пространство-время. На расстоянии 15 сантиметров, может быть 10 сантиметров есть вот такая вот точка, вот где-нибудь вот здесь вот висит, да, такой атом, скажем так, супер тяжелый. И вы своим вниманием поддерживаете его на весу. Так, если, соответственно, ваше внимание отвлечется на какую-то мысль, этот атом, соответственно, упадет, все, и вся магия рассеется. Вот чтобы магия не рассеялась, ваше вот это трансовое состояние мистическое не рассеялось, мы должны своим вниманием удерживать вот эту вот точечку, соответственно, на плаву в одном и том же месте. Когда вы на нее смотрите, вы буквально в какой-то момент будете чувствовать, что, во-первых, ваше сознание находится за пределами тела, это уже интересное состояние, а во-вторых, что вот оно находится конкретно в этой точке и не бегает там по разного рода мыслям. Но даже если вдруг, да, сильно прям не получается сконцентрироваться, сделать тишину в голове, можете попробовать сделать другую технику остановки внутреннего диалога, когда вы представляете точку внутри своей головы, там, где у нас находится шишковидная железа. В общем, представляете где-то размером с
миндальный орех, допустим, такую вот точечку в центре своей головы, из которой исходит очень яркий свет, который всю эту голову заполняет, все ваше тело заполняет ярким-ярким светом, в котором любая мысль, которая проникает к вам извне, то есть представляем, что мысли как бы летят в вашу голову, да, не изнутри как бы транслируются, а вот летят как бы извне, внутрь вашей головы, и сталкиваясь с этим светом, попадая в него, тут же рассеиваются. То есть как бы наше внимание концентрируется на очень ярком, белом, плотном свете, в котором все растворяется. Это позволяет в это нулевое состояние войти еще быстрее. Второй пункт. После того, как вы вошли в нулевое состояние, ваша задача представить себе пустую комнату, в которой кроме вас есть еще один человек, как раз тот, которому вы хотели бы послать нужное сообщение. Этот человек сидит, допустим, там на кресле, на стуле, это не важно где и как, он сидит к вам спиной. Это не критично, но очень хорошо, если все-таки спиной, потому что если вы представляете себе человека, сидящего лицом к вам, вы начинаете размышлять, у вас включается внутренний диалог, а что это за выражение, что оно значит, какие у него глаза, короче, там включаются совсем не те процессы, которые нам нужны. Поэтому мы визуализируем, что человек сидит к нам спиной. Следующая ваша задача заключается в том, чтобы представить, что вы и этот человек дышит в одинаковом ритме. То есть вы делаете вдох, и человек делает вдох. Вы делаете выдох, и он или она делает выдох. И вот опять же, вот в таком плане мы дышим еще минутки 2. То есть, грубо говоря, мы синхронизируем свое бессознательное с бессознательным нужного вам человека. И двоих, соответственно, индивидуумов вводим в этот самый транс. И в тот момент, когда вы почувствовали, что вот все, как бы человек реально дышит вместе с вами на одной частоте, вы представляете, например, что у этого человека, опять же, там в руках есть какой-нибудь телефон, планшет, гаджет, не знаю, ноутбук, может быть. И, соответственно, вы представляете себя, внимание, вы представляете себя внутри головы этого человека и транслируете, как если бы вы были голосом этого человека, нужное сообщение. Например, надо написать Маше, что я по ней скучаю. Да? Или там нужно написать, опять же, Маше, что я верну ей ее платье завтра. Или там нужно кому-то еще что-то написать, спросить, как дела, или еще что-то такого плана. То есть мы не говорим, ты должен написать Маше, да, или там что-то такого плана. Мы говорим сообщение от лица того человека, которому вы изначально это сообщение посылаете. Если вы хотите, чтобы человек там вам долг вернул или еще что-то такого плана, то, соответственно, вы опять же являетесь внутренним диалогом того или иного человека и транслируете следующую идею. Например, там, нужно Маше вернуть денег. Просто вот нужно Маше вернуть вот эту сумму денег. Или, например, я хочу поклеить обои очень качественно. Я хочу сделать это блюдо от всей души, чтобы оно было вкусным, качественным и классным. Я люблю свою работу. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится там кормить, например, клиентов, да, которые заходят в ресторан. Или мне нравится делать качественный ремонт. Или я вот сейчас сделаю этот шикарный ремонт, и, соответственно, владелец этого дома очень обрадуется. Я буду счастлив этому. Понимаете? То есть, грубо говоря, мы как бы из позиции внутреннего диалога того или иного человека настраиваем его, мотивируем его или ее через обещание, опять же, этому человеку от первого лица какого-то классного состояния. Я буду рад, я буду счастлив, я скучаю. Мы обещаем какое-то классное состояние. Все мы на самом деле замотивированы не просто чувством долга, а тем, что мы будем чувствовать после того, как мы выполним необходимую работу. И вот вы продекларировали эту мысль 1 раз, 2 раза, 3 раза. Если, например, в руках человека там ноутбук, то мы также представляем, что этот человек прям буквально начинает писать сообщение: Маша, привет, я по тебе скучаю, и нажимает кнопочку «Отправить». Если это повар, то мы представляем, что он берет тарелку, он улыбается обязательно, да, и начинает там накладывать, я не знаю, какие-то листики салата. Если это какой-нибудь ремонт, то мы, соответственно, представляем, что человек берет там рулон, допустим, обоев каких-нибудь, да, смотрит на них и думает: так, вот мне нужно вот соответственно, на вот эту стену наклеить необходимые обои, то есть сделать вот это вот качественно. Мы стараемся передать ключевое состояние позитива. Вот это состояние, что я буду счастлив, я буду рад, я люблю свою работу и все остальное. Не нужно заморачиваться и думать о том, почему он любит эту работу, да любит он ее или не любит, сколько ему там лет, с чем он пришел на эту работу, какая у него там семья есть, нету вообще, обиделся он на вас или нет. Мы вообще забываем обо всем этом и фиксируем свою идею буквально на одном, двух-трех предложениях, чтобы там не было каши никакой, да. Не нужно представлять суперсложный
какой-нибудь там сценарий, как этот человек будет проходить, соответственно, тот маршрут, который вы от него требуете. Да? Вот зафиксировались на 3, допустим, предложениях и прокрутили их 3 раза вот в голове этого человека. После того, как прокрутили, мы мысленно возвращаемся себе назад в тело, и происходит рассинхрон по дыханию. То есть вы представляете, что этот человек начинает дышать отдельно. Вы делаете вдох, он делает выдох. Вы делаете выдох, он делает вдох. То есть мы отключаемся, возвращаем каждому свой, соответственно, темп. Далее мы выходим из этой комнаты, которую вы представили. Человек, двери можете оставить открытыми, человек, если надо, он там выйдет, пойдет своими делами заниматься и так далее. Открыли комнату, вышли, открыли глаза уже здесь и сейчас и пошли заниматься своими делами. Что очень важно в 3-м пункте, так это переключиться, забыть о том, что вы делали. То есть вот последнее, что нужно, это взять телефон и сидеть ждать, когда же там Петя вам напишет, понимаете? Потому что если вы сидите и смотрите на какой-то телефон, вы опять же впадаете в некий транс, и вы транслируете идею того, что Петя вам писать не хочет. Того, что ему вообще все равно, мы же не просто так обычно думаем, мы чаще всего накручиваем себя на какие-то негативные сценарии, как бы хотим мы того или нет, мы посылаем эти сценарии в голову тому или иному человеку. Потом не удивляйтесь, почему ваш парень или ваша девушка вас бросила, если вы все время, когда находились в отношениях с этим человеком, думали, он обязательно это сделает, потому что я недостаточно хорош, потому что я недостаточно богат, потому что я недостаточно красива, потому что это, потому что то. Чем активнее вы крутите эту идею в своей голове, тем быстрее она придет, собственно, как идея в голову тому человеку, о ком вы вот эту вот кашу, соответственно, заварили. В целом все, больше от вас ничего особенного не требуется, поэтому обязательно тестируйте, пишите свою обратную связь в комментариях. Также не забывайте про мой телеграм-канал, если вы не хотите пропустить курс «Квантовые ключи», которые обычно очень редко проходят и места на которые тоже довольно быстро заканчиваются. Но он будет где-то через месяца 2, поэтому это, знаете, так на будущее, просто предупреждаю. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, это видео было для вас интересным. С вами была Лира. Всем пока-пока.